Мгм. Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в Украине, в России, в мире и на линии фронта. И поговорим мы об этом с военным экспертом Михаилом Самусем. Михаил, добрый день. Здравствуйте, рад вас Подписывайте, видеть. подписывайтесь на соцсети Михаила, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Михаил, мы вчера разговаривали с Беном Ходжесом, экс-командующим армией США в Европе. И он сказал достаточно неожиданную вещь о том, что после того, как пройдут выборы в США, у вас не будет таких проблем с поставками оружия. Причем это уже происходило, наше интервью, после того, как было покушение на Трампа, которое явно ему дает много очков вперед в предвыборной кампании. Что имел в виду генерал Ходжес, как вы считаете? И как вам новая кандидатура вице-президента, которую предложил Трамп? Ну, тут ключевое слово, наверное, таких проблем не будете иметь. То есть сейчас вы имеете такие проблемы, а потом таких будут другие проблемы. Возможно, он имел в виду это. Дело в том, что действительно речь идет не просто о выборах, наверное, о трансформации все-таки Соединенных Штатов, именно внутреннего, скажем так, может быть, даже устройства Соединенных Штатов. Вообще революционные события могут происходить различной интенсивности. И даже само покушение на Трампа, несмотря на то, что я считаю, что там не было никакой организации, все это спонтанно и очень похоже на покушение на Фицо, то есть так сложилась, скажем так, психологически политическая ситуация, что некоторых людей плавит, и они берут на себя такую миссию что-то менять и так далее. Поэтому, но это как раз свидетельство вот этой поляризации, крайней напряженности, которая царит сейчас в обществе Соединенных Штатов. И, собственно, и очень много, кстати, процессов параллельных, которые требуют революционных изменений. Это, например, и технологии, которые уже находятся и явно на пороге новой революции, а это требует изменений, в том числе общественных укладов и так далее. И информационное общество меняется, и искусственный интеллект, и все это влияет на политику, на жизнь обычного человека, а в Соединенных Штатах это чувствуется совершенно более контрастно даже, чем у нас. Хотя у нас война, и мы как бы тоже на переднем крае всех этих изменений. Но в Соединенных Штатах вот именно, что там некуда выпускать вот этот пар накопившийся, и очень многих людей действительно тянет в каких-то более экстремальные сферы. Но если говорить конкретно о помощи, и в принципе тут еще очень интересный трек, который в Украине происходит, когда президент Зеленский на вот этом фоне говорит, что мы будем проводить второй саммит мира, собственно, до выборов президента Соединенных Штатов. И более того, он настаивает на том, что в этом саммите должна принимать участие Россия. Причем дальше объяснений не идет. Президент, правда, дал больше информации на пресс-конференции по поводу тех треков, 3 трека, которые будут рассматриваться, в том числе энергетика, например, и эти треки тоже как бы предлагается рассмотреть вместе с Россией. То есть на самом деле это все связано, естественно, и не только сроки, но и сам подход президента Зеленского о том, что нужно сформировать четко позицию Украины. А вот саммит мира, многие говорят, мы не понимаем, зачем это все проводить. Китая там нет, России нет. От этого, некоторые еще говорят, но от этого же не стало меньше кровопролития на фронте, а зачем тогда этот форум проводить и так далее. На самом деле эти форумы имеют очень четкую задачу сформировать позицию Украины, продемонстрировать тот клуб стран, которые готовы поддерживать и идти вместе с Украиной. Этот клуб сейчас довольно-таки большой, около 100 стран. Это очень хороший результат. Ну и второй тур, насколько я понимаю, для себя я объяснение такое придумал, что на самом деле это идет подготовка как раз к победе Трампа возможной. И чтобы когда Трамп в январе там, и в феврале заявил о том, что я призываю Зеленского и Путина начинать переговоры вот моим посредничеством и так далее.
У Путина на тот момент будут только ультиматумы и, возможно, к чему он стремится, какие-то военные результаты или их отсутствие. У Украины на тот момент, если удастся провести второй саммит, и на нем будет какие-то результаты достигнуты, я уверен, Россия никакая там, естественно, принимать участие не будет, но уже будет четко понятно, вот есть план президента, мирный план президента Зеленского, есть два форума, на которых принимало участие там около 100 стран, и есть отказ России принимать участие в этих переговорах. Это уже будет как бы наша концепция, которую мы можем положить на стол переговоров. Плюс, естественно, наши военные успехи или их отсутствие, которые будут играть ключевую роль на самом деле. То есть вот как такой вот базовый элемент, это мирный план Зеленского плюс результаты форумов, которые формируют международную поддержку, и военные успехи или отсутствие их. А у Путина только ультиматумы и военные успехи или отсутствие их. Естественно, ключевую роль будет иметь именно военная ситуация. Но вот эта вот подложка, вот эта, которая сейчас формируется, она будет иметь очень большое значение. А дальше уже по поводу военной помощи. Ну, во-первых, даже если Соединенные Штаты резко прекращают помощь Украине, а это возможно, то есть Конгресс, например, может затянуть опять, вот когда сейчас бюджетирование пойдет, бюджетный процесс Соединенных Штатов, который начинается в сентябре, может начаться тот же самый процесс, когда до выборов ничего не будут принимать, будет идти блокирование для того, чтобы не принимать никаких решений до выборов, а после выборов там уже как раз вот начинается вот эта вот попытка мирных переговоров, и одновременно ставится в зависимость от того, какие результаты переговоров, собственно, и голосование в Конгрессе. Если, например, как Трамп говорил, если Украина соглашается на переговоры, значит, помощь продолжается. Но, опять же, она должна быть переформатирована, потому что и Трамп, и все его последователи, в том числе и вот новый кандидат в вице-президента, они говорят о том, что чистых чеков Украине мы выписывать не будем, так как делает Байден, потому что у Байдена нет стратегии, он куда-то выбрасывает 61 миллиард долларов, непонятно вообще, это деньги налогоплательщиков, мы так делать не будем, мы деньги будем давать под конкретные задачи, конкретную стратегию, концепции и так далее. А в принципе, вот мирный план и мирные действия президента Зеленского, они формируют такую концепцию. Но опять же, тут зависит от того, что скажет Путин. Путин может сказать: я согласен на переговоры, и это затянет время. То есть мы можем опять оказаться в ситуации, когда полгода у нас не будет помощи американской. К этому нужно готовиться. То есть вот именно вот эти полгода, ну я имею в виду, например, мы дотягиваем до декабря, а дальше начинается январь, февраль, март, апрель приблизительно. Это то время, когда Путин может тянуть. Типа он и за переговоры, но при этом выдвигает какие-то ультиматумы, потом он затягивает, потом что-то ему опять не понравилось и так далее. Главная задача для Путина, конечно же, будет затянуть процесс. Но опять же Трамп это человек Мне кажется, не импульсивный. просто затянуть процесс, а еще как бы не остановить поставки оружия максимально, вот Ну, затянуть их насколько возможно. Да, новый, ну, вот этот предлагаемый вице-президент, его зовут Джеймс Венс, и он как бы, ну, один из тех, кто был против помощи Украине, аргументируя это тем, что нет стратегии и непонятно, как можно выиграть, если мы достаточно не можем произвести боеприпасы. Вот что-то такое прямо он говорил. Смотрите, это позиция Трампа, это позиция, которую озвучивал и Джонсон, и Венс, когда его еще мнение не особо никого не интересовало. Михаил, извините, я должна сказать, господа, пожалуйста, ставьте нам вопросы. Те, кто поставил вопросы в первые 5-10 минут, вы сможете получить на них ответы в конце эфира. Продолжайте, извините, Михаил. Да, дело в том, что сейчас я договорю про военную помощь, а про Венса мы сейчас отдельно поговорим. Это интересный кадр вообще, и нужно здесь действительно немножко разобраться, потому что у нас черно-белыми красками рисуют. Этот персонаж точно так же, как в принципе и Трамп, и вообще американская политика, она не является черно-белой. Потому что если посмотреть на действия администрации Байдена, я тут тоже
как бы не вижу черно-белого, а все-таки больше серо-буро-малиновых цветов, которые не всегда полезны для Украины. Особенно вот если взять последний саммит НАТО и результаты его. Поэтому по поводу помощи, то есть смысл будет Путина, явно он, ну то есть он ничего не сможет предложить, он не пойдет ни в какие переговоры. Естественно, позиция президента Зеленского и Путина будет абсолютно разные. И здесь дальше вступает уже Трамп, который, я думаю, в течение нескольких недель, а Путин будет пытаться растянуть это на несколько месяцев, абсолютно верно, для того, чтобы просто прекратить американскую помощь. Дальше может наступить момент, когда Трамп скажет: мне надоели эти танцы, значит, Путин, если ты не идешь на переговоры, реальные переговоры, то есть мы говорим о том, что международное право, оно продолжает действовать. Украина не будет отказываться официально от своих территорий, то есть никаких таких желаний нет. А вот в этих рамках, когда Украина не отказывается от территорий, но при этом можно обсуждать какие-то другие варианты, проходило там 30 лет каких-то там особый статус, международные миссии, миротворцы и так далее. Все это можно обсуждать. Если вы не хотите обсуждать, тогда начинается уже очень, очень просто. У Трампа будет тогда своя концепция и стратегия по отношению российско-украинской войны. Быстро ее остановить за счет резкого наращивания помощи Украине. Это можно сделать, это очень легко. У американцев очень много помощи может быть передано очень быстро. Я не говорю там про патриоты, которых у американцев десятки, они их могут нам спокойно передать. Я говорю о ракетах, не только к F-16, не только крылатых или атакамс, но еще и томагавки, 2500 километров. Это может быть, если будет конкретная задача. Например, уничтожить в глубине 300 километров все аэродромы на территории России, склады с боеприпасами, какие-то военную инфраструктуру, нанести удары и предупредить, что если вы и дальше будете продолжать эту войну, Соединенные Штаты могут вообще закусить удила. То есть, в принципе, то, что, возможно, Ходжес имел в виду, что через какое-то время виляние вот этих вот попытки, многие люди пытались быстро решить российско-украинскую войну. Президент Зеленский точно так же, в принципе, если сравнивать то, что говорит Трамп и то, что говорил Зеленский перед выборами, когда он шел на президентские выборы, помните, достаточно прекратить стрелять, надо остановить эту войну, она никому не нужна. Но когда он окунулся в реальность, когда он один раз ему хватило встретиться с Путиным, на этом все закончилось. Зеленский превратился в такого ястреба, который, по сравнению с которым даже Петр Алексеевич Порошенко оказался мальчиком на самом деле, который подписал Минские договоренности, которые нас вели, кстати, в состояние failed state и национальной катастрофы. У Зеленского есть опыт того, что лучше тогда упереться, я бы так сказал, рогом и идти до конца. То есть даже если мы представим, что Путину удастся, виляя хвостом, затягивать помощь, я думаю, что Украина не пойдет на прекращение огня до того момента, пока Путин серьезно не согласится на какие-то реальные переговоры, чего действительно не будет. То есть Украине здесь, мне кажется, нужно упереться и сказать: все хорошо, мы готовы прекратить войну. На самом-то деле эта война, вот человек, который сидит в Кремле, он ее начал, он ее может закончить. Мы тут вообще, как бы, мы сторона, на которую нападает. Нельзя стороне, на которую нападают, останавливать защиту. Нас просто будут убивать. Поэтому, извините меня, но на самом деле это же все просто. Поэтому Ходжес имел в виду, возможно, что когда Трамп поймет ситуацию, он начнет нам помогать всем, чем можно. Мы помним ситуацию с администрацией Обама-Байдена и Трампа в первую каденцию, когда Обама-Байден нам не передали ни одного патрона на фоне Крыма, на фоне MH17. Все это игнорировалось. Кстати, политика была очень похожа на то, что сейчас делается. Только в условиях отсутствия широкомасштабной войны, Бучи и Ахмадета и всего этого ужаса, им удавалось вообще нам ничего не давать. То есть было такое понятие летальное оружие, мы не можем вам передавать летальное оружие. Игрища были очень похожи на то, что мы не хотим сейчас разрешать вам бить по территории России. Почему? Ну, вот так вот мы придумали. А Трамп пришел,
И через какое-то время к нам пошли джавелины и другая военная помощь со стороны Соединенных Штатов. Хотя все говорили, что придет Трамп, это будет сейчас полный развал и все, Украину бросят. Ничего подобного. Все абсолютно по-другому было. Если теперь переходя к Джей Ди Венсу, человек, чтобы все было, то есть все говорят, вот он там говорил что-то про Украину, он там человек в политике на самом деле 2 года, чуть больше. Это чтобы было понятно. То есть он, скажем так, выходец из бедных районов так называемого этого ржавого пояса Америки. То есть это классический, как бы классический представитель электората, на который делает ставку Трамп. Но самое интересное, когда Трамп шел первый раз на выборы, то как раз Венс был против Трампа. Он на тот момент издал книгу, которая на самом деле стала политическим трактатом, политической платформой Трампа. Но это произошло как бы не из-за того, что Венс хотел создать политическую платформу для Трампа, а он, видимо, создавал свою политическую платформу. И так совпало, что когда Трамп первый раз шел на выборы, Венс называл его идиотом, американским Гитлером и поливал разными плохими словами, что как бы демонстрировало, что на самом деле, мне кажется, Венс вообще думал, что Трамп сейчас вспыхнет и где-то пропадет, а ему нужно будет строить политику с консерваторами, но, возможно, даже с левыми, а может быть и с республиканцами. Ему еще 48 лет, у него все впереди. 39. Ой, боже, 39? Точно? Я же еще раз хочу подчеркнуть. Многие пишут, как будто бы это человек уже там со своими политическими какими-то... У него нет политических взглядов. Да, он выступает как с манифестом белого человека из рабочей среды. 39 лет вообще. Да, у него еще очень многое впереди. Он издал книжку, которая стала бестселлером. Многие критики говорят, что, особенно левого толка, говорят, что это набор стереотипов именно политических. То есть это не художественная литература, это типа мемуарная литература на примере своей семьи, как там мать наркоманка, там все плохо, все разваливается, США в кризисе, ржавый пояс, промышленности нет. Он издал эту книгу и стал известным. Перед этим он послужил еще в морской пехоте, кстати, был пресс-секретарем батальона морской пехоты в Ираке. И он говорит, я разочаровался в том, что нам рассказывают, что такое американская внешняя политика и так далее. То есть это человек, который только хватает еще основы по внешней политике, когда говорят, вот он по Украине сказал это. Да, я говорю, да он вообще, может быть, не знает, такие же слова, как Венесуэла, Ботсвана, плюс, я не знаю, Гондурас. Ну, правда, Гондурас там близко к американцам, то есть они там могут разбираться. Ну, то есть Казахстан, например, он может еще сказать. Можно сказать, я не люблю Казахстан, но окей. Ну, то есть у него нет своих позиций по поводу внешней политики. Он выстрелил в 2021 году, когда пошел на выборы в Сенат, и его поддержал такой известный миллиардер Петер Тиль, который известен своими интересными инвестициями. То есть он инвестирует, например, он был одним из тех, кто раскрутил Facebook, например, да, вот такая у него была инвестиция. Это был первый инвестор в Facebook внешний, который запустил Facebook. Он точно так же вложил $10 миллионов в Венса. Видимо, увидел в нем перспективу. Потому что если вы посмотрите на выступление Венса, это человек харизматичный. Он очень, я кажу, балакливый. То есть, когда читаешь текст его выступления, там вообще голову можно сломить. А вот смотреть на него, слушать интересно. Потому что он красноречив, он, ну как можно посмотреть, пытается выглядеть очень умным. И что ему удается, это такая очень полезная вещь. Он объясняет простыми словами сложные политические вещи. Что ему ставят в позитив, он на своих выступлениях очень легко объясняет платформу Трампа очень простыми вещами. И это очень нравится, в том числе и нравится Трампу. Потому что Трамп, который, естественно, знал, как называл его Венс раньше. Потом он сказал, он меня в задницу так целует, ходит вокруг меня, чтобы я его поддержал. Ладно, я его поддержу. Это цитата Трампа.
И потом он действительно его поддержал в 2021-2022 годах. На выборах Венс победил опытного очень демократа и прорвался в Сенат. И после этого он стал, как я называю, таким себе солдатом партии, солдатом Трампа. Он не имеет своих позиций по поводу внешней политики. Он повторяет то, что политтехнологи дают вот эти нарративы, что Украина коррумпированная страна, мы туда бросаем 61 миллиард долларов, это плохо, у Байдена нет стратегии. Правильно? Все так трамписты говорят. Но как считает сам Венс, неизвестно. Поэтому я, например, в себя в Фейсбуке написал, что не нужно сразу же называть его там скотиной, врагом и так далее, потому что все это мониторится. А путинская пропаганда это использует, а вот украинцы типа там Венса ненавидят и так далее, называют его земляным червяком. Я думаю, что нужно быть более умным, прагматичным, и нам все равно, кто будет президентом или вице-президентом Соединенных Штатов. Мы не можем на это влиять. Мы должны просто жить в реальности и понимать, что мы должны использовать любого президента и вице-президента Соединенных Штатов в своих интересах. То есть находить с ними коммуникацию. И самое главное понимать, что нет еще сформированной политики Трампа и сформированной политики Венса по поводу Украины. Абсолютно нет. И здесь важно сейчас ее формировать. Начинать работать с аналитическими центрами, которые формируют вот эти вот нарративы. Потому что я, например, с Heritage Foundation несколько раз встречался с людьми, руководителями, аналитиками. У них тоже все очень пока по верхам. То есть вот эта фраза с программы Республиканской партии, которая была на днях опубликована, вы знаете, там ни слова про Украину, ни слова про Россию. Про Европу одно слово. Восстановить мир в Европе. Restore peace in Europe. Вот это все, что написано. То есть можете себе представить, концепция вот такая. Мы восстановим мир в Европе. Дальше, если спросить Венса, а как вы это сделаете? Даже аналитики Heritage Foundation не знают, как они это сделают. Они говорят, мы это все потом как бы разработаем, пробьем, сформируем. Я говорю, ну, ребята, как вы это сформируете? Это вопрос, который не могут уже несколько столетий решить Украина и Россия. Вы решили за один день решить. Ну, хотя, опять же, восстановить мир в Европу можно за счет того, что произойдет капитуляция Украины, правильно? Тоже мир в Европе будет. Война прекратится. Поэтому тут нам нужно Но понимать. это как раз такой ненадежный вариант, потому что с усилением армии России с помощью армии Украины и с оставлением вот этого имперского сумасшествия в Кремле, я думаю, что там мир не грозит тогда, как минимум странам Балтии и Кавказу. А на самом-то деле в Европе очень многие, и в Соединенных Штатах, считают, что если скормить Украину России, наконец-то, то есть они же считают, что, ну вот смотрите, то, что у нас в НАТО не Давайте пригласили. Всего лишь Судеты отдадим Гитлеру, он дальше не пойдет, только Судеты. Да, да. Но, например, вот для меня, вот лично для меня, вот индикатор главный, что нас не пригласили в НАТО. Что такое приглашение? Хотя написали, что незворотні, бесповоротное движение в НАТО, но если это бесповоротно, почему нас не пригласить? Ведь приглашение и есть вот эта незворотність, незворотність геополитическая. То есть нас перемещают из серой зоны, перемещают в европейскую, евроатлантическую семью. Но нас не переместили. Это что означает? Оставляется простор для маневрирования, для торгов. Что, например, если начнутся какие-то переговоры в январе-феврале, и нас пригласили бы в НАТО, то Путин говорит, я не иду на переговоры, потому что вы их пригласили в НАТО, поэтому я вообще буду уничтожать вот это все и так далее. А так остается маневр, и Путин говорит, я не хочу, чтобы Украина была в НАТО. Трамп говорит, ну вот мы же специально их не пригласили, Украина, давайте вы отказываетесь от НАТО. Вы остаетесь в серой зоне, а война заканчивается, а Путин прекращает стрелять. То есть вот для меня вот это самое тревожное, что Соединенные Штаты, а именно Соединенные Штаты, опять же я хочу подчеркнуть здесь, это очень важно. Именно Соединенные Штаты заблокировали приглашение Украины в НАТО. Потому что весь восточный фланг, я думаю, и Франция,
Я думаю, что остальные страны тоже, ну, окей, Орбан пошел бы покурить. Там кроме Германии, по-моему, ну, Венгрия, понятно. Германия, я уверен, если бы Соединенные Штаты сказали, Если бы ребята, они мы сказали закон, да, то Германия бы сказала мы да. отвечаем, ребята, мы отвечаем, мы держим ядерный зонтик, мы 80% военного потенциала экономического НАТО. Мы говорим, давайте пригласим НАТО. Все бы сказали, если вы говорите, то, конечно же, мы поддерживаем, потому что мы восточный фланг, ну, вообще сказал бы, конечно же. Украину давно надо принимать. Нас волнует вот эта серая зона, на которую постоянно претендует Россия. Дело в том, что многие говорят, давайте нейтральный статус. А мы уже это проходили. И я не имею в виду Кучму, потому что 90-е годы это вообще был период, когда Польша в определенный момент тоже говорила, давайте в блоки не вступать. Вообще, когда Берлинская стена упала, у всех было ощущение, что все, больше никаких стен, сейчас мы все, вечная любовь, обнимашки и так далее. Но все это быстро прошло. Польша, Чехия и Венгрия сразу же решили, что никаких романтических... Так вот, когда Украина была нейтральной, а она была у нас с 2010 по 2014. Вот эта вот ситуация, когда, ну, то есть Янукович же нас объявил невлоковый статус, выбросил из Конституции, тогда не было Конституции, там было в законе о вступлении в НАТО. Что произошло? Моментально оккупировали и аннексировали Крым. Вот и все. Потому что что такое нейтральный статус для Украины? Украина самая большая страна Европы. Мы на геополитическом разломе находимся. Мы не можем быть в подвешенном состоянии. Нам нужно заходить в европейскую семью и на этом закончить все эти разговоры. К сожалению, очень многие в Украине, очень многие в Европе этого или не понимают, или хотят за счет нас решить свои проблемы, но мы должны это понимать. Никаких нейтральных статусов вообще даже нельзя обсуждать, пока, подчеркну, пока существует Российская империя в этом состоянии. Если на той стороне вместо Российской империи будет 30 стран, окей, мы можем быть нейтральными, мы можем быть кем угодно. Это уже будет совершенно другая геополитическая ситуация. Да, когда не будет угрозы от империи, можно, в принципе, быть и нейтральным. Хорошо, как раз про саммит НАТО у меня вопрос. После саммита было заявлено, что Украина получит 4 Патриота и 1 СМТ. А нам, ну, Зеленский сказал, что нам нужно 25 комплексов. Что делать? Более того, эти же комплексы 5, которые нам обещали, они же обещали нам раньше. То, что Байден заявил, это историческое событие, он на самом деле повторил то, что раньше обещалось. И СМТ, и Патриоты. Мне больше всего тут, знаете, что добило? Что Соединенные Штаты, у которых десятки этих Патриотов, Соединенные Штаты призвали партнеров передавать Украине больше Патриотов. И Румыния, у которой единственный пока Патриот был, передает его нам. То есть Румыния нам последний Патриот отдает. И у нее, кстати, угроз воздушному пространству, ну, намного больше, теоретически. Потому что они вообще вот возле Черного моря находятся. В любой момент с Крыма на них может ракета полететь. Ну, в любой момент. Ну, это по-моему, над ними уже и шахеды сбивали, и, по-моему, даже падали уже там шахеды у них, и, по-моему, ракеты даже падали. Уже над Беларусью летают, кстати. Да, мы поговорим, что он там делал. Да, но а у Соединенных Штатов при этом за пазухой лежит куча этих Патриотов, и они говорят, ребята, мы пока еще посидим с этими Патриотами, а вы там передавайте все, что у вас осталось. Ну, я не знаю, кто тут более циничен. Трамп, который говорит, Россия и Украина это европейское дело, и вы занимаетесь. Или Байден, который говорит, я остановил Путина, самое главное, что сказал, ну это вообще, извините меня, чем он остановил? Он ее где остановил? Когда американское посольство пятами накивало, и все остальные миссии, которые у нас тут были за неделю до начала широкомасштабного наступления, ну, честно говоря, не знаю, слишком много пафоса и слишком мало дел на фоне того, что Соединенные Штаты реально нам могут помочь очень резко и очень интенсивно. Возможно, именно это имел Ходжес. Посмотрим, как оно будет развиваться. Очень, очень много сейчас вариантов, очень сложно. Сейчас не черно-белая картина,
Просто я призываю не вестись на вот эти вещи. Там, тот враг, этого можно сейчас миротворец. Давайте миротворец этого Венса посадим, а русские сразу же на флаг это... По-моему, Но миротворец уже, безуглую внесли, если я не ошибаюсь, в последний. ну вот, Кстати, она следующего вышла Венса. сегодня вот из партии «Слуга народа». Да. То есть давайте, ну то есть все это, все это не черно-белое. И трамписты не враги Украине. Вот что нужно понимать. Нам нужно так сделать, чтобы они были нашими друзьями. Вот это уже сложно. Это не просто лозунги покричать. Это нужно поработать. Ну да, и скорее всего это уже будет не подарочные патриоты, а по ленд-лизу. Зеленский на пресс-конференции сказал, что Украина нанесла мощные удары по энергетике Российской Федерации. Это он имеет в виду удары по НПЗ или вот эти вот странные, опять массовые отключения света в российском приграничье, которые начались в последние несколько недель? Я думаю, все-таки НПЗ пока. НПЗ. Потому А почему что... действительно у них там в Крыму нет электричества, еще где-то у них веерные отключения тоже, в Ростовской Ну, Крыму, области вы же что-то знаете, произошло, но навряд ли мы бы туда ну, бомбили. подождите, Да. Крым у нас питается как? Крым питается, у них есть пару турбин Siemens, которые там против санкций госпожа Меркель, спасибо ей большое, откровенная помощь была, потому что было время, может уже забыли все, в Крыму не было света вообще, то есть все сидели на дизель-генераторах и камни с неба просили. Была ситуация. Немцы помогли, то есть было направлено турбины, газогенераторы, мощнейшие, по-моему, 2 штуки были, в обход санкций открылись, то есть они перераспределили, поэтому когда говорят, что на какой-то АЭС в России падает какой-то энергогенерация, нужно понимать, что эта энергогенерация могла быть в значительной степени как раз предназначена для Крыма. Не, как раз в Крыму вот отключение уже, по-моему, больше недели, а в Ростовской области только сегодня началось, там что-то, или вчера ночью. Правильно? Ну, то есть любые, о чем я говорю, что Крым висит на волоске на самом деле. У них нет стабильной генерации, которой бы там Россия построила какую-то станцию новую. Не, они, я же говорю, они в обход санкций взяли себе немецкие генераторы. Возможно, уже завезли что-то китайское, не знаю. Там, после того, как построили мост, все это легче стало делать. И плюс они висят на континентальном электричестве. То есть когда мы говорим о том, что нужно мост уничтожить и блокаду Крыма, естественно, нужно сделать и блокаду энергетическую. Что там не было света от слова вообще. А потом, когда мы еще и топливо туда запретим привозить, вот тогда начнется самое интересное. Вот тогда будет очень интересно, особенно в январе-феврале, когда мы будем вести переговоры. Вот это было бы неплохо, на самом деле. Сняли генерала Судаля, и сейчас проверяют командование 59-й бригады после обращения Катерины Полищук. Какие риски могут быть в публичных обращениях военнослужащих, и не станут ли этим пользоваться вражеские спецслужбы? Что там вообще произошло в 59-й бригаде, из-за чего ее проверяют? Потери, если я просто не помню, на каком направлении. Ну, по 59-й бригаде, да, много, на самом деле, много военнослужащих этой бригады обратилось и к телеграм-каналам, и депутатам, и так далее. Факты разные. Факты обвинения в том, что непрофессиональное командование, организация операций, которые несут постоянно большие потери. В том числе там была информация, что, например, там и начальник разведки погиб, и начальник артиллерии и так далее. То есть и командный состав гибнет именно из-за того, что отдаются какие-то непонятные приказы и так далее. Все это со слов тех телеграм-каналов, тех людей, к которым приходили эти сообщения и которые это сделали достоянием публичности. Естественно, нужна реакция, нужно расследование, причем это нужно делать быстро, поскольку мы все-таки говорим о боевой обстановке, а эта бригада находится на одном из важнейших направлений на Донбассе, и поэтому тут не может быть каких-то там полугодовых расследований и так далее. Решение нужно принять быстро, но опять же проблема в чем? Ну, почему бы, как в других странах, не подчинить военную контрразведку министру обороны, для того, чтобы дать ему инструменты другие, в том числе и для контроля разных угроз и контрразведывательного плана, и угроз, например, того же плана, когда принимаются неправильные решения командирами, потому что эти неправильные решения могут приниматься по разным мотивациям, правда? Может быть отсутствие профессионализма, а может быть и злой умысел. И здесь, мне кажется, контрразведка тоже может работать.
Третье, военная полиция, которая тоже может иметь свою агентуру. Но у нас военная полиция еще аховая ситуация, ее до сих пор как бы не создали. То есть решение есть, но мы же понимаем, чтобы Подожди, создать но есть же вот структуру, это ВСП, військова служба правопорядку, ну это типа... разница между просто военной службой правопорядка, которая больше похожа на комендатуру, все-таки службу комендатуры. Военная полиция – это правоохранительный орган в военной сфере. Это совершенно другое. Они могут вести оперативно-розшуковую деятельность. То есть это совершенно другая сфера, это статус правоохранительного органа или системы, которая все-таки будет иметь совершенно другой функционал и права по расследованию и так далее. Это внутримедностно. Естественно, может быть у министра обороны еще инспектора и так далее, которые совершают контроль. Это внутриведомственный контроль. Дальше идет контроль правительственный, который тоже может осуществлять по своим линиям контроль над вооруженными силами. Дальше идет парламентский контроль. Это вот как раз, например, комитет, в который действует Безугла, как, кстати, заступниця голови комітету з питань безпеки, обороны и розвідки. И этот комитет имеет очень большой функционал на самом деле. То есть они могут принимать решения и собственные, то есть создавать комиссии или вызывать военных к себе на заседание для того, чтобы разбираться в каких-то ситуациях, проводить свои расследования, принимать информацию от граждан, от военных и так далее. У нас, кстати, проблема, вот опять же, нет до сих пор, вернее, он как бы создавался, насколько я знаю, институт военного омбудсмена. То есть человек, который был, институт, вернее, не человек, а институт, который бы занимался как раз соблюдением прав военных. И здесь это многофункционально, многопрофильная должна быть должность и институт, который у нас до сих пор не действует в полный рост. И не знаю, какая там сейчас ситуация реально. Но, во всяком случае, я не слышал каких-то результатов деятельности этого института пока. И ну, есть еще, например, еще одна система контроля, это уже граждане. То есть граждане тоже могут контролировать. Правда, с военными это сложнее. Но вот получается, что сами военные, когда обращаются уже в публичное пространство, вот они как раз и выступают вот этим еще одним контуром контроля. И еще есть, конечно же, журналистский контроль, который тоже очень важен, и журналистские расследования в этой сфере тоже важны, хотя, опять же, вопрос публичности, вопрос допуска к секретной информации и так далее. То есть вот этот вот довольно-таки большой сноп таких вот структур, линий, направлений, это очень все полезно, поскольку, почему вообще в Соединенных Штатах, в Европе мы взяли это от них. Почему такая система существует? Потому что считается, что если генералов и офицеров и военных вообще оставить в своей кубышке, вот так вот вариться, то там очень быстро формируется такая спаянная система, сеть дружбы, кумовства и коррупции и так далее, которую потом очень тяжело разбить, и могут возникать различнейшие угрозы, особенно во время войны. Поэтому, если кто считает, что нельзя лезть к военным и их теребить немножко во время войны, я считаю, что это неправильная позиция. Военных нужно теребить, но, конечно же, профессионально. То есть разбираться нужно быстро, квалифицированно. С этим у нас проблемы. Да, действительно, у нас вот кто, скажем так, известнейший, ну, то есть, кто проверяющий? То есть, если мы говорим провести там тактическую экспертизу, ведь можно сказать, это было неправильное решение, в результате которого погиб личный состав. А командир скажет, это было правильное решение. Просто так получилось, что в результате действий противника вот вышла такая обстановка, которую мы там что-то не врахували, да, потому что война это все-таки действие двух сторон. И часто абсолютно правильное решение на бумаге, оно может Ну, в вылиться общем, вы имеете в виду, в что нужно все-таки сделать тот орган, который будет расследовать такие вещи. А сейчас это все расследует обычный, да, Кстати, вот суд, по-моему, не то, что ну, и не один военная орган, прокуратура, да? многослойная, да, абсолютно. Военная юстиция должна быть. Все-таки, как в Соединенных Штатах, да, там эти вещи рассматривают именно профессионалы. Там есть эксперты, тактической экспертизы, то есть, которые погружены, бывшие военные тоже, которые знают, о чем пишут, о чем говорят и так далее. Потому что, когда у нас гражданский судья рассматривает такие дела, ну, я не знаю, какие могут быть приняты решения, кроме как
ориентация на какую-то конъюнктуру, политику и так далее. Так, мы уже больше 40 минут в эфире, а у нас еще есть вопросы, будет вопрос один от зрителей, еще у нас есть сводка, поэтому давайте будем стараться быстрее. 47-я бригада обнародовала видео работы Брэдли с бойцами батальона «Шквал» из бывших украинских заключенных. Как вообще себя показывают украинские заключенные на фронте? Вам что-то известно? В основном отзывы положительные, но, кстати, вот по поводу последнего кейса, ведь там была информация, что вот командир бригады неправильно использует батальон «Шквал», который был у него создан тоже в этой бригаде, и без достаточной подготовки бросал на штурмы, в результате были потери. То есть, опять же, вот даже в этом кейсе проявилось то, что эти батальоны уже существуют, они работают, и, насколько я понимаю, работают очень успешно. Опять же, если мы не попадаем в эти казусы неправильного командования, неправильного использования, если расценивать это по-русски, да, то есть, ага, вот дали мне заключенных, это типа такое себе расходники такие, да, а я их брошу туда куда-нибудь, на самое пекло, прорвутся, значит прорвутся, не прорвутся, значит ничего страшного, все равно это какие-то зэки. То есть здесь, опять же, это новое для украинской армии, и, естественно, тут готовых рецептов нет, но в любом случае нужно относиться к гражданам Украины одинаково. Да, у них какой-то свой бэкграунд, но если они военнослужащие, они все-таки заслуживают отношения уважительного, и относиться к ним нужно с той же бережностью, как и к остальным украинским военнослужащим. Потому что бережное отношение там, ну, это же не просто потому, что мы добрые, а потому что к личному составу нужно относиться бережно, потому что это база стабильного и эффективного выполнения задач. Иначе бригада, в которой командир будет посылать всех на убой, будут вот такие вот ситуации, когда морально-психологическое состояние и атмосфера будет явно не способствующая выполнению боевых задач. Вопрос про тот самый «Шахед». Нет, извините. Сначала вопрос про наш беспилотник. Вот украинские разработчики продемонстрировали летные испытания реактивного беспилотника «Буллет», предназначенного для перехвата воздушных целей. Выглядит это круто, мы сейчас покажем видео. А вы не знаете, он камикадзе или он чем-то сбивает вражеские БПЛА? Честно говоря, но если предположить, что он реактивный, то, я думаю, оператору будет сложно создать условия для такого воздушного боя, когда довольно-таки медленные цели, ну, то есть Зала или Орлан, они не быстрые, да, или Суперкам. И если мы будем со скоростью реактивный беспилотник, я думаю, скорость у него будет километров 600, а у Орлана 200, да. И можете себе представить, каким образом оператору нужно будет еще и прицелиться, и использовать какую-то ракету. То есть я думаю, или какой-то боеприпас. То есть а вот если на скорости 600 километров с правильным обнаружением цели и наводки в него попасть, то я думаю, это будет эффективно. То есть от таких буллетов вряд ли кто сможет увертеться.
И следующий вопрос, вот теперь, собственно, про Беларусь и «Шахед». На днях «Шахед» через Украину залетел в Беларусь, пролетел там вроде 350 километров. Мозырский НПЗ остановил работу. Напомню, что это один из, может, единственный или один из немногих НПЗ на территории Беларуси. Во-первых, связаны ли это новости, а во-вторых, вот появилась информация от белорусского гаюна, который перепостил у себя в телеграм-канале Константин Машевец, и он говорит о том, что этот «Шахед» в конечном итоге взорвался где-то в 55 километрах от города Бобруйска в Беларуси, полетав над территорией Беларуси. Это произошло в 8:40 утра. Разбился в Октябрьском районе Гомельской области. Прокомментируйте, пожалуйста, что это вообще. Ну, дело в том, что там не один беспилотник. Кстати, в 120 километрах от границы с Украиной. Да, то есть там, по-моему, было уже 3 таких случая, которые по-разному залетали, вылетали. Опять же, многие начали предполагать, а возможно это Украина применяет такой рэп мощнейший, который вот заворачивает эти шахеды. Но реально думаю, на 120 километров есть такой рэп, чтобы уклониться от нашей... Ну, я же говорю, то есть здесь мне кажется, что все это, естественно, спланировано российской стороной. Это, возможно, провокации на фоне... Опять же, Лукашенко постоянно играется, то есть он вот буквально на днях сказал, все, у нас на границе с Украиной деэскалация, мы отвели войска, с Украиной все у нас хорошо, это братья и так далее, мы же одинаковые люди, там нужно дружить. Лукашенко периодически у него вот, двигается то туда, то сюда, то мы враги, то друзья, то... Короче, главное, чтобы его не били ногами. Но смысл в том, что я считаю, что это провокация России с целью создать условия для втягивания Беларуси все-таки в войну против Украины. План Б, который Россия сейчас реализует, то есть растягивание наших резервов, он никуда не делся. Ведь они с Волчанска не ушли, они же продолжают туда вкидать огромные ресурсы, причем потери там ну просто огромнейшие. Там, я извиняюсь, я сейчас вывела как раз эту карту, вот он показывает, где приблизительно он взорвался. Да, то есть Волчанск никуда не ушел, ведь на Сумской области, посмотрите, Россия пытается нас диверсантами, FPV-дронами, там просто уничтожает территории наши приграничные, уничтожает населенные пункты, то есть они пытаются... Зайти, правда, они не могут, потому что мы вовремя получили разрешение бить в приграничную зону и разнесли там различные, скажем так, возможности российские боевые, без которых они не могут начать реальное наступление. А вот ДРГ, FPV дроны работают. Но это означает, что они не отказались от этой тактики растянуть наши резервы. Они пытаются наши резервы растянуть максимально, но, опять же, это не дает нужного эффекта на фронте. Они сами туда теперь бросают новые резервы. А Украине удается и держать Волчанское направление, держать Донбасс. Да, русские продвигаются. Где-то на 50 метров в сутки, где-то там иногда прорываются на километр, где-то застопорились. Опять Часовьяр застопорились на Очеретино, там у них какие-то движения есть, но не прямо к дороге, а, например, в фланг. То есть они пытаются двигаться, но нет этого прорыва. То есть нету той ситуации, которую они, в принципе, планировали, что Украине придется снять несколько бригад боевых с Донбасса, переправить их на Харьков и там завязнуть. А в это время Россия прорывает, например, на Торецком направлении, на Часовом Яру и на Очеретино, вот 3 направления, охватывают Торецкий район обороны Вооруженных сил Украины, котел, прорыв, провал и так далее. И то, что нужно Путину наконец-то показать, что на самом деле вот наступление с октября прошлого года, оно имело смысл вообще какой-то. Вот эти все огромные потери. Не получается. И поэтому здесь на самом деле, ну если просто вот поставить себя на место Генерального штаба Вооруженных сил России, что остается? Растягивать дальше. Растягивать дальше, это нужно включать Беларусь. Лукашенко очень, не то что не очень не хочет, он понимает, что это может быть последнее его решение вообще. Потому что если украинцы серьезно воспримут действия Беларуси, то ведь может же беспилотники украинские полететь серьезно уже по белорусским НПЗ, предприятиям другой промышленности, на Минск могут полететь, могут и в его президентский палац прилететь. Ну то есть он понимает, что это может очень плохо закончиться, что пол Калиновского может скоро оказаться где-то там,
очень быстро. Ну да, поэтому он, собственно, начал такую более спокойную риторику. И, кстати, вы же знаете, да, про совместное учение Беларуси и китайской армии. Да, 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 да. Как-то и вот после этого, кстати, сразу после этих учений, заметьте, он сказал: а мы не видим со стороны Украины угрозы, мы отводим свои войска. А дело в том, что и Китай то же самое заявил. Потому что русская пропаганда начала раскручивать идею, что вот посмотрите, и кстати, вбросили в наше информационное пространство, даже некоторые эксперты начали это говорить: посмотрите, вот это присутствие Китая, они сейчас вместе с Россией, с Белоруссией, тут сейчас создадут кулак ударный. Китай что заявил? Ребята, эти учения не направлены ни против кого, мы просто вот с белорусами, там какие-то 60 китайцев, потихонечку там вот походим, там посмотрим. То есть Китай и Беларусь заявили, что никакого умысла здесь нет. И я думаю, что его действительно там нет. У Китая там, ну, нету там военного присутствия. То есть дразнить заранее Украину и Польшу, например, НАТО, ну, незачем. То, что Китай демонстрирует и проводит какие-то учения, демонстрирует, что есть интерес к Беларуси, да, у них интерес давно к Беларуси, потому что эта страна граничит с ЕС, а им нужно идти на рынок Европейского Союза, но сейчас это все развивается совершенно по другому сценарию. А вот Россия разгоняла, что это действительно какой-то, вот мы вместе сейчас, Китай наконец-то с нами, и мы сейчас рванем. И вот для того, чтобы втянуть Беларусь в войну, нужно, естественно, завести российские войска на территорию, нужно создать конфликтную ситуацию, нужно создать условия, когда украинцы и белорусы начнут воевать друг с другом. И залеты вот эти вот явно не случайные. Ну, то есть один раз залететь там на 5 километров и вернуться, как они, ну там вот в районе, например, украинско-румынской границы, да, там все очень сложно, и, в принципе, шахет там может залететь, потом вылететь и так далее. И то они падали там как раз на румынскую территорию. Может, нам уже пора учить белорусских пограничников, как сбивать русские дроны? Вот тут вот нет. Не надо учить. Нам же еще Беларусь освобождать. Не нам, а полку Калиновского. Да, мы тоже как бы окажем помощь. Полка Калиновского мало будет. Мы интернациональную помощь окажем. Дело в том, что тут ситуация такая, что нам нужно понимать, как реагировать реально на это. Нужно ли нам втягиваться в это или не нужно втягиваться. То есть я думаю, что Лукашенко сейчас очень сильно против вот этих всех движений, потому что он понимает всю опасность. Но мне кажется, этот процесс, как вот натовцы сказали, бесповоротный. То есть Россия все равно будет втягивать Беларусь, и где-то к осени они под видом учений какие-то войска русские будут туда вводить. Но об этом говорит логика процесса. Им все равно уже, то есть, смотрите, до выборов Соединенных Штатов Путину нужно кровь из носа, я не знаю, из чего там еще, со лба, оккупировать весь Донбасс. Вот как хотите. Я уверен, там истерики страшные в Кремле. Почему уже середина июля, а ВОЗы ныне там. И Генеральному штабу Вооруженных сил России нужно что-то будет делать. И где-то вот в сентябре они начнут дергаться очень активно на белорусском направлении. Ну, мне так кажется. Потому что иначе им придется смириться с тем, что никакого Донбасса не будет. Правда, неизвестно, что мы будем делать в это время. Вот тут вопрос, кто будет инициативой владеть в сентябре. Будут у нас F-16, будем мы что-то делать на юге, или не будем что-то делать, или нас удовлетворяет вот эта ситуация. То, что Путину просто не дать прорвать фронт на Донбассе. Это будет зависеть в том числе от нашего командования, какие планы и действия. Но ситуация будет, понятно, напряженная. Как раз где-то сентябрь будет зависеть от того, втянут Беларусь или не втянут. Мне кажется, вероятность есть. Так, последний короткий вопрос. Россия хотела убить гендиректора Rheinmetall. Какой будет ответ от Германии? И после этого сразу переходим к сводке. У нас остается максимум 10 минут на эту сводку и ответ на вопрос зрителей. Поэтому, если можно, коротко. По Rheinmetall, насколько я знаю, немецкое правительство и политикум очень серьезно на это отреагировали. Немецкие спецслужбы тоже очень серьезно отреагировали. И немецкий политикум готов наращивать помощь Украине. Правда, сегодня какая-то странная новость была, что в бюджетном процессе нам урезают 2 раза помощь. Но я думаю, что тут журналисты немножко не разобрались. Во-первых, назвали сумму 8 миллиардов, хотя на самом деле там пока 7,2.
в этом году, и указывается, что на 4 миллиарда сокращается. Я думаю, что тут пока рано говорить, и зраду разводить тоже не нужно. Насколько я знаю, немцы очень решительно настроены, они понимают, что Россия перешла уже все границы. Потому что убийство реально планировалось. Эта информация передана не Украиной, не Германией, а американскими спецслужбами, которые потом вместе с немецкими провели операцию и нашли точные доказательства того, что эта операция планировалась. Так, и следующий вопрос уже, собственно, по сводке. Если можно, вывожу карту. Вывела карту сейчас северной части Харьковской области. И буду показывать, какие продвижения за последнюю неделю, а вы, пожалуйста, комментируйте. Да, я предлагаю просто очень быстро и в общем сказать. То есть Россия продолжает свою тактику растягивания наших резервов. Россия не прекращает активные атаки на так называемом Харьковском направлении. То есть вместо того, чтобы концентрироваться на Донбассе, они все-таки считают, что нужно растягивать наши резервы, потому что у нас меньше ресурсов, чем у России. И, кстати, хотел бы подчеркнуть, что в России нарастает ажиотаж, в том числе среди блогеров ихних, что не хватает кадров. Тактика рекрутинга, даже когда дают 20 тысяч долларов, уже не срабатывает. То есть они жалуются, вот эти все блогеры русские, что в российских батальонах может сейчас быть 100 человек, в российской роте может быть 10 человек. Хотя докладывают наверх, что роты укомплектованы 75%. Реально с личным составом, я не говорю уже про бронетехнику, ситуация сложная. Но, естественно, Путин это не волнует, генеральный штаб не волнует. То есть они продолжают бросать все, что у них есть, на убой. У них времени, они себе поставили ноябрь, им к этому моменту нужно достичь решительных успехов на фронте. Поэтому они давят на Харьковском, они давят, естественно, самые сейчас активные боевые действия. Это Часов Яр, это Торецк, это Очеретино. То есть вот этот вот район обороны украинской армии в районе Торецка, он является основным сейчас с точки зрения усилий по количеству, по интенсиву боевых действий. Сейчас идет превышение. Дальше что еще из событий таких? Это Крынки, которые сейчас уже с украинской стороны пошла информация, что украинские войска как будто бы вышли оттуда. Я думаю, что здесь ситуация не настолько однозначная с точки зрения, что украинские войска вышли с Крынок. Дело в том, что там в Крынках давно уже нельзя было стоять. Ну, то есть Крынки это просто уже такая себе пустыня, спаленная просто. Ну, все видели видео, фото оттуда, что это такое, бывший населенный пункт Крынки. То есть я думаю, что речь идет все-таки перемещение на другие плацдармы, возможно усиление пребывания украинских войск на островах, потому что если мы говорим все-таки о юге, я думаю, что говорить стоит, плацдармы на островах и на левобережье, даже дистанционные плацдармы, что это такое? Это использование контрбатарейной борьбы и дронов для того, чтобы, например, зачистить территорию на 10 или 15 километров вглубь, чтобы там не было никаких российских военных, никакой российской артиллерии, никаких военных объектов российских. То есть это и есть формирование плацдарма. Дальше, в условиях, когда у нас будет F-16, и мы сможем закрывать небо, эти плацдармы приобретут новое значение. Пока мы можем говорить только об этом. То есть в целом, если говорить о тактической обстановке сейчас, она очень напряженная. То есть интенсивность боестолкновений не падает, она колеблется где-то 120-150 штук. И это означает о том, что на самом деле Россия будет наращивать интенсивность. То есть вот эти месяцы до ноября это будет, скажем так, истерическая стратегия Кремля. Максимально вбросить все, что есть, потому что они понимают, придет Трамп, будет совершенно другая ситуация. Там уже, может быть, будет не до войны для Путина. Ему там надо будет решать совершенно другие вопросы. Поэтому он хотел бы, чтобы его ультиматумы, когда он говорит, я хочу себе Донбасс, я хочу себе то, они приобрели реальность, а не в виде каких-то забаганок. Потому что мало ли что он хочет. На самом деле он далеко не контролирует Донбасс.
половину. Только. Скажите, а что с урожайным? Точно так же продолжать оборону там просто невозможно. То есть населенный пункт сам по себе уничтожен. Поэтому там просто держать украинских военных для того, чтобы их забрасывали кабами или артиллерией, тоже нет смысла. То есть лучше отойти на позиции, оборудованные, с которых можно вести боевые действия, а не просто находиться в ситуации, когда тебя просто враг будет уничтожать. Это как-то опасно, вот это продвижение на Временском выступе? Дело в том, что, опять же, точно так же, как движение, любое движение тактическое, оно должно иметь оперативный смысл. Любое продвижение сейчас русских – это давление, общее давление на фронт с целью, во-первых, найти какой-то прорыв или пробел в украинской обороне, или второе – это создать прорыв действительно для того, чтобы там наращивать усилия. И третье – это возможность оттягивать резервы. То есть, вот, например, идет давление на каком-то направлении на юге и одновременно на Харьковском направлении. Да? Для украинского командования нужно и там наращивать усилия, и там наращивать усилия. А самое главное усилие Россия сейчас давит на Торецком направлении, на Покровском условном. И поэтому идея состоит в том, чтобы максимально растянуть возможности украинских войск и найти слабое место. Оно может прорваться, грубо говоря, на Харьковском направлении, или на Торецком, Покровском, или на юге, на Запорожском направлении. Без разницы. В принципе, вот эта вся дуга, она же, в принципе, и есть районом проведения операции, наступательной российской операции. Она простирается от Харькова, от Харькова фактически, и заканчивая Херсоном. Это все район операций. И прорыв на любом участке, он может создать оперативный прорыв и создание условий для уже выхода на оперативный простор и наращивания именно на этом участке. Просто тактические движения, в принципе, на 100 метров, они не имеют большого смысла. Они, можно сказать, это наступление в пустоту на самом деле. То есть, если ты даже тут прорываешься на километр, куда-то выходишь, а дальше что? Вокруг только украинские войска. То есть ты можешь там закрепиться, но, скорее всего, тебя уничтожат. Потому что наступление нужно делать хотя бы с 2-3 направлений, если мы говорим о тактике. А вот эти вот прорывы где-то там на одном направлении на 100 метров, ну, они ни о чем пока. Так, у нас не успели задать нам вопрос за первые 10 минут эфира наши зрители, поэтому я вас отпускаю, Михаил. Вижу, что вам звонят, у вас следующее интервью, наверное. Подписывайтесь на соцсети Михаила, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Завтра у нас Ахмед Закаев, глава правительства Республики Ичкерия, Чечня, в изгнании. Приходите, послушайте. Михаил, вам большое спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч.